Миллион записей. Нужно найти одну. Список ищет 1000 штук 4 с лишним секунды. Словарь те же 1000 за 4 миллисекунды, в 1000 раз быстрее. А одиночный поиск в 400 тысяч раз. Как структура данных может быть быстрее в 400 тысяч раз. Сегодня разберем словарь до винтиков. Что такое хэш, как работает таблица, где словарь тормозит, чем платим за скорость, и почему с версии 3.7 он помнит порядок. С живыми замерами. Сначала, почему список медленный? У списка нет карты. Ищешь элемент, он сравнивает по очереди. Первый, второй, третий. Если нужный в конце, миллион сравнений. Это и есть перебор, и на большом списке он ставит секунды. Словарь устроен иначе. В его основе одна идея на все времена – преврати ключ в число. Функция хэш берет строку Python и возвращает 6 квинтиллионов 88 квадриллионов. Выглядит как случайное число, но оно не случайное. Один и тот же ключ всегда дает одно и то же число. Кстати, у чисел хэш до смешного честный. Хэш от 42 – 42. А вот со строками есть сюрприз. Перезапусти Python, и хэш той же строки будет другим. Это не баг, а защита. В хэш подмешивается случайная соль процесса. Когда-то злоумышленники заваливали веб-серверы ключами с одинаковыми хэшами, таблица вырождалась в список, сервер вставал. Соль сделала такую атаку невозможной. А число — это почти адрес. Берем остаток от деления хэша на размер таблицы, получаем номер ячейки, кладем значение туда. Все. Теперь поиск. Тот же ключ, тот же хэш, тот же номер ячейки. Один прыжок. Не миллион сравнений, один. Неважно, 100 записей в словаре или 100 миллионов. Вот это и видно в замере. Найти одну запись среди миллиона, список 15 миллисекунд, словарь 40 наносекунд. В 418 тысяч раз быстрее. Это не оптимизация, это другая математика. Но есть тонкость. Два разных ключа могут дать одну и ту же ячейку. Это коллизия. Python решает ее так. Занято. Прыгаем к следующей ячейке по хитрой формуле, потом к следующей, пока не найдем свободную. Пока таблица просторная, цепочки короткие, пара прыжков максимум. Отсюда требование к ключам, о которые все спотыкаются. Ключ обязан быть хэшируемым. Список ключом быть не может, кортеж может. Почему? Список изменяемый. Положил его в таблицу по одному хэшу, изменил, хэш стал другим, и запись потерялась бы навсегда. Кортеж заморожен, его хэш вечен. То же правило руками. Хочешь класть свои объекты в словарь ключами, определи им пару методов, хэш и сравнение, и следи, чтобы хэш считался только по неизменяемым полям. Нарушишь, получишь самые веселые баги недели. Объект в словаре есть, а найти его нельзя. Дальше рост. Чтобы цепочки коллизий не разрастались, словарь держит таблицу просторной. Заполнилось на 2/3. Пересобирает все в таблицу побольше. Смотри замер. 224 байта, 352, 632. Таблица прыгает скачками. Поэтому отдельная вставка изредка бывает дорогой. Но в среднем вставка мгновенно. За скорость платим памятью. Миллион пар в словаре – 29 мегабайт. Тот же миллион ключей просто списком 7. В 4 раза больше. Пустые ячейки – не расточительность, а условия коротких цепочек. Теперь про порядок. До версии 3.6 словарь перемешивал ключи как хотел. Все привыкли. А с 3.7 порядок вставки гарантирован языком. Это побочный эффект красивой оптимизации. Вместо одной разреженной таблицы – компактный массив записей плюс маленький индекс. Меньше памяти и порядок бесплатно. И главный секрет напоследок – Python – это словари до самого низа. Атрибуты твоего объекта – словарь, модуль – словарь. Глобальные переменные – словарь. Именованные аргументы – словарь. Ассет – та же хэш-таблица, только без значений. Понял словарь? Понял, на чем стоит язык. Поэтому словарь – самая вылизанная структура во всем CPython. Над ним десятилетиями работали лучшие люди проекта, а компактный дизайн, давший гарантию порядка, Python подсмотрел у альтернативного интерпретатора PyPy. Каждое обращение к атрибуту в каждой программе на свете проходит через этот код. Он обязан быть идеальным. Практический вывод на каждый день. Проверка, есть ли элемент по списку в цикле, антипаттерн. Одна строка обернуть список в сет, и наш замер из 4 секунд превращается в 4 миллисекунды. Это самая дешевая оптимизация в Python. Вопрос в комменты, какая структура данных спасала тебя на собеседовании и какая подводила в проде.
Подписывайся, короткие разборы каждый день, большие по расписанию. Гил, Асинчо и память на экране. Увидимся.